Глава 53. Сэлянь выкрикнул. «Цзэжун, сейчас же закрой рот». Лан Цаньцу резко повернулся к нему и перебил. «Почему ты требуешь от него закрыть рот? Значит, он говорит правду. К резне во дворце чистого золота причастны оба, ты и Аньле, один убил всю мою семью, другой добил отца. Вы все меня обманывали». Сэлянь было начал. «Не слушай», но Цзэжун насмешливо выкрикнул. «Конечно, все тебя обманывали. Ты настолько глуп, что кого же еще обманывать, как не тебя? Если бы тогда нам не помешали, люди Синьлы забрали бы твою собачью жизнь, когда тебе минуло 12 лет. Мы бы не позволили тебе пожить подольше, и тем более, вознестись на небеса». Лан Цаньцу переспросил. 12 лет. Но единственная опасность, с которой он столкнулся в 12 лет, это похищение разбойниками, когда его спас Сэлянь. Лан Цаньцу добавил, так тех разбойников, что проникли в императорский дворец, послали люди Синьлы. Цзэжун выплюнул. Кто же еще? Ты думал, что какие-то обычные убийцы смогут украсть принца из-под носа у нескольких сотен солдат императорской охраны? Аньле не обошелся бы без моей помощи. Лан Цаньцу кивнул. Твоей помощи хорошо, я понял. Значит, дружба была ложью. И для вас, людей Синьлы, наша доброта ничего не значила. И ваш князь Аньле не имел ни капли добрых намерений, лишь хотел забрать наши жизни. Он повернулся к Сэлиню. Значит, и все твои слова – ложь. Цзэжун состроил любопытную мину. А ну-ка, скорее расскажи, что тебе наплел мой святой двоюродный братец. Лан Цаньцу не удостоил его вниманием, он обращался только к Сэлиню. Ты говорил, что Юнань и Синьле – народы одного государства, и простых людей не касаются розни правящих домов. Простой народ с обеих сторон всегда был одной семьей, и наше поколение может все изменить. Нужно лишь, чтобы простые люди жили в мире. И не важно, что происходит в правящей верхушке, обе стороны смогут преодолеть вражду, смогут снова стать единым целым. Все это – ложь, полная ерунда, чушь, враки. Больше всего Сэлянь не хотел слышать от него подобные речи, он немедля возразил. Нет, это не ложь. Подумай хорошенько, ведь ты действительно смог добиться этих изменений, разве нет? Лан Цаньцу замолчал, грудь его перестала яростно вздыматься. Сэлянь продолжил. Ты ведь отлично справился с этим. Впоследствии народы Юнань и Синьлы гармонично объединились. И распри в следующих поколениях заметно утихли. Разве это можно назвать ложью? Лан Цаньцу долго молчал, а когда заговорил, из его глаз покатились слезы. Но как же мои мать и отец? Объединение народов Юнань и Синьлы было их самым большим чаянием, поэтому они и даровали последнему из вашего рода титул князя Аньле. Их желание исполнилось, но какой конец ожидал их самих? Цзэжун презрительно съязвил. Вас с моим святым двоюродным братцем будто по одному шаблону выкроили, он тоже, едва встретившись с бедой, так сразу в слезы, ну что за мерзкая привычка. Если хочешь спросить с нас за жизни своих старика и старухи, погоди, пока я не спрошу с ваших предков за жизни наших. Что за бредни про отчаяние объединения двух народов и дарование титула Аньле? Звучит красиво, Аньле, да только Ань впереди, Алле, в хвосте плетется. Ты думаешь, я не разгадал скрытого смысла, который псы Юнань заложили в этот титул? Вы просто хотели всю жизнь попирать ногами головы людей Синьлы. Сэлянь в гневе прикрикнул на него. Цзэжун, опять за старое. Лан Цаньцу, обливаясь слезами, с ненавистью уставился на Цзэжуна. Так это согласно твоим наставлениям были убиты мои родные. В том, что случилось на Перу чистого золота, ты тоже замешан. Цзэжун, посмеиваясь, ответил. Да, я, Аньле, твой наставник, мы, трое из Синьлы, замешаны все вместе. Ха-ха, кто же мог подумать, что его смех внезапно оборвется. Лан Цаньцу обрушил удар тяжелого меча, Цзэжун испустил крик боли и оказался разрублен на две половины. Картина вышла весьма кровавая, две половины Цзэжуна принялись кататься по полу, а верхняя заголосила. Не больно, ни капельки не больно, до подзатыльника от моего царственного братца тебе еще и как далеко. Ха-ха, Лан Цаньцу без слов схватил его за голову и оторвал от земли, пока Цзэжун продолжал сыпать насмешками.
Сэлиню выражение лица Лан Цаньцу показалось странным, он предостерег. Цзэжун, если жизнь дорога, мой тебе совет, болтай поменьше. Сэлянь всегда обращался ко всем мягко и вежливо, но к такому как Цзэжун невозможно было отнестись согласно общепринятым нормам приличия. Принц прекрасно это понимал, и потому каждый раз, когда говорил с Цзэжуном, откладывал вежливость в сторону и невольно проявлял грубость. Лан Цаньцу потащил верхнюю половину Цзэжуна прямо к бурлящему котлу. Он сказал: «Так значит, ты из этого котла пожираешь людей». Цзэжун оставил на всем пути к котлу широкий кровавый след ага. «Ты что удумал?» Но стоило ему ответить, как Лан Цаньцу ослабил пальцы. Ахаха, не совсем понятно, был это страдальческий крик или громкий хохот, но когда Цзэжун упал в котел, его тут же ошпарило кипятком так, что кожа лопнула и мясо обварилось. Сэлянь не ожидал, что на самом деле произойдет что-то подобное, его зрачки мгновенно сузились, с губ сорвалось. «Цаньцу». Лан Цаньцу резким тоном ответил. «Что, это же лазурный демон Цзэжун, сколько народу он пожрал. Неужели я не могу заставить его на своей шкуре испытать, что значит быть сваренным в кипятке? Он уничтожил мою семью, я что, не имею права заставить и его страдать?» Конечно, он имел право. Поэтому Сэлянь ничего не мог возразить, не мог подступиться ни с какой стороны. И все же, Лан Цаньцу никогда не совершал подобных поступков, ни в бытность наследным принцем государства Юнань, не являясь богом войны восточных земель, чиновником верхних небес. Он всегда убивал, когда собирался убить, но считал ниже своего достоинства прибегать к столь жестоким методам. Сейчас он слишком сильно отличался от того Лан Цаньцу, которого знал Сэлянь. Всего через пару мгновений погружения Цзэжуна в кипящую воду его выудили снова, но уже лишенного человеческого облика. Демон превратился в что-то бесформенное, словно его плоть расплавилась, а кожа слезла, в некоторых местах виднелись белоснежные кости, картина поистине ужасающая. Вот только сам он и не думал унывать и все так же злодейски смеялся. «Братец, прими мои поздравления. Посмотри на своего драгоценного ученика, он отрастил крылья и стал совсем самостоятельным, даже научился применять жестокие пытки, научился мучить людей». Лан Цаньцу снова ослабил хватку, и Цзэжун опять упал в кипяток. На этот раз, кажется, даже его скелет разварился в кипящем бульоне, и Цзэжун больше не всплыл на поверхность, остались лишь обрывки его бирюзово-зеленых одеяний, плавающие в котле. Сэлянь, так и не дождавшись его появления, не сдержался и выкрикнул. Цзэжун, младший двоюродный брат принца, раньше во всем преклонялся перед ним, боготворил и несравнимо превозносил его личность, только и слышалось: «Мой царственный брат, да мой царственный брат». Однако когда государство Синьлы пало, он окончательно превратился в самого настоящего безумца. В первых рядах жег храмы, рушил дворцы и устанавливал коленопреклоненные статуи до пороги в виде наследного принца. Он шел на что угодно, платил какую угодно цену, лишь бы заставить Сэляня страдать. Подобное его отношение к себе Сэлянь всегда сносил спокойно и всеми силами пытался помешать лишь в том случае, если это затрагивало посторонних людей. В конце концов, его терпение иссякло, и принцу оставалось надеяться лишь на то, что они больше никогда не встретятся. Впоследствии они и правда не виделись долгие годы. Сэлянь считал, что Цзэжун давно отправился к праотцам, но и подумать не мог, что спустя столько лет снова встретится с ним. Увидев это лицо, так похожее на его собственное, принц не мог точно сказать, шевельнулось ли в его душе хоть малая толика теплых чувств. Все-таки они являлись единственными оставшимися в живых потомками императорского рода Синьлы. Но вскоре после встречи Сэлянь стал свидетелем внезапной и весьма жестокой смерти Цзэжуна, да к тому же от рук Лан Цаньцу, который раньше отказывался прибегнуть даже к избиению бамбуковыми палками. За столь короткое время случилось такое множество неожиданных перемен, что Сэлянь не мог сразу понять, как следует реагировать, его мысли совершенно спутались. Лан Цаньцу стоял у края огромного котла в молчании, опустив голову. Как вдруг раздался голос Хуа Чена. «Не умер». Лан Цаньцу поднял на него взгляд. Хуа Чен добавил: «Ты же не думал, что вот так просто сможешь отомстить. Ты всего-то уничтожил созданного им двойника.
Если хочешь окончательно избавиться от него, тебе придется отыскать прах Цзэжуна. Лан Цаньцу холодно бросил. Спасибо за напоминание. Я непременно отыщу и лично принесу его прах в жертву, как подношение душам матери и отца. А после вернусь, чтобы окончательно разобраться с тобой. Советник, даже не думай снова сбежать. Договорив, он взмахнул мечом, разрубил пополам котел, развернулся и направился прочь из пещеры. Кипящая вода хлынула наружу, разливаясь по земле вместе с костями и останками со дна котла. Сэлянь хотел было броситься след. Но в душе понимал, в этом уже нет смысла. Принц застыл на месте, не зная, что сказать. Хуа Чен подошел к нему со словами. Он только что узнал правду, пусть немного остынет в одиночестве. Сэлянь растерянно проговорил, но почему непременно нужно было рассказывать ему? Неужели настолько важно знать, каково истинное положение вещей? Важно. Он должен был понять, что именно ты сделал, а чего не делал, и почему ты так поступил. Сэлянь резко развернулся и холодно выговорил. Какой прок от того, что он узнал все до конца? Неужели теперь, когда открылось, что на моих руках меньше крови, мне найдется больше оправданий для очистки совести? Хуа Чен безмолвствовал. В душе Сэляня внезапно поднялась волна гнева, только он не понимал, на кого именно злиться. С его губ сорвалось. Какие мне, к черту, могут быть оправдания? Его отец всем сердцем желал объединить два народа, а я убил его. Князь Аньлы был последним отпрыском моего рода, и его я тоже убил. Как бы там ни было, а я заслужил все то, что получил. Так почему бы не взвалить всю вину на меня одного? Чего мне бояться? Даже если бы все они ополчились против меня, я бы все равно не умер. Сперва все считали, что это лишь моя заслуга, что я один навлек беду на Юнань, а теперь оказался виноват и князь Аньлы, и Цзэжун заодно, и все остальные люди народа Синьлы. Не лучше ли ненавидеть кого-то одного вместо целой оравы? Ну неужели правда было так необходимо доказывать, что все те вещи, которым я его учил когда-то, все это ложь, пустышка, нелепый вздор, не стоящее упоминания? Хуа Чен не собирался опровергать его речи, лишь спокойно взирал на принца. Они какое-то время смотрели друг другу в глаза, и вдруг Сэлянь закрыл лицо руками. «Прости, Сань Лан, прости, я, наверное, сошел с ума. Прости, ничего, это моя вина, нет, ты ни при чем. Это все я». Он уселся на землю и обхватил голову руками. «Я запутался, я все испортил». Постояв секунду, Хуа Чен опустился рядом с ним и возразил. «Ты не виноват». Сэлянь молчал. Хуа Чен продолжил. Убийство государя Юнань спасло жизни людей Синьлы. Убийство князя Аньлы предотвратило новые конфликты между двумя народами. В конце концов, убийца получил по заслугам, принял казнь от рук Лан Цаньцу. 3 человеческих жизни в обмен на мир, продлившийся многие века. Более выгодную сделку и представить сложно. На твоем месте я бы поступил так же. Послушай меня». Его голос звучал столь уверенно, что не допускал сомнений. «Ты не виноват. Никто не смог бы сделать лучше». Спустя долгое молчание Сэлянь ответил. «Мне просто кажется, что так не должно было быть». Он медленно оторвал лицо от ладоней. «Мне кажется, что это неправильно, когда кто-то совершает добрый поступок, но итог его ждет совсем безрадостный. Даже если это неправда, я все равно хотел, чтобы Цаньцу помнил, если он будет хорошо относиться к народу Синьлы, то и народ Синьлы ответит ему тем же. Чтобы он всегда бесстрашно двигался по пути правильных поступков, не боясь трудностей. А не как сейчас, чтобы он думал, что все мои слова, в которые он раньше верил, все это ложь, вранье и обман. Полнейший, мать его, вздор. Он поднял правую руку и, глядя на нее, сказал. Сам достаточно настрадался, и не хотел, чтобы кто-то проходил через это снова. Хуа Чен просто слушал его. Сэлиню показалось, что последняя его фраза вновь прозвучала как глупая поговорка, и добавил. «Прости, но только посмотри на то, как все вышло, разве не смешно?» Несколько предыдущих поколений Юнань делали наоборот, и все у них было прекрасно. А стоило только родителям Лан Цаньцу решиться на благой поступок, на великое дело, и вот какой конец их постиг.
Государь Юнань назначил его советником и на протяжении 5 лет относился к нему с большим почтением. Даже в последний миг жизни в его глазах все еще читалось не успевшее угаснуть доверие. Сэлянь невидящим взглядом уставился вдаль и тихо произнес: «Я никогда не смогу забыть то выражение, с которым он смотрел на меня, когда я пронзил его сердце». Хуачен бесстрастно ответил: «Забудь, это вина Цзэжуна и князя Аньлы». Сэлянь покачал головой, зарылся лицом в колени и утомленно проговорил: «А ведь все было так замечательно. Как только отец Лан Цаньцу взошел на престол, он немедля свернул с курса подавления народа Синьлы, которому следовали предыдущие поколения. Люди Синьлы и Юнань с таким трудом прожили в худом мире несколько десятков лет, и вот появился шанс все изменить, появилась перспектива объединения и надежда на прекращение раздоров. И надо же было князю Аньлы именно в такой момент вмешаться и омыть кровью пир чистого золота. Скрываясь от погони, в ту ночь он нашел князя Аньлы, чтобы предостеречь от последующих преступных действий, но кто же мог представить, что последний отпрыск его рода, увидев его настоящее лицо, радостно вцепится в принца и станет упрашивать присоединиться к армии отмщения, чтобы завершить великое дело возрождения государства. Его взгляд горел таким восторгом, а речь звучала столь волнительно, что мурашки бежали по коже. После омовения кровью пира чистого золота он намеревался убить Лан Цаньцу, тем самым устроив переворот в Юнань. И пускай из-за этого рухнет мир между простыми людьми двух народов, которые уже начали с добротой принимать друг друга, пускай из-за этого погибнет весь оставшийся народ Синьлы, они не пожалеют ни о чем, лишь бы не свергнуть в преисподнюю императорский дом Юнань и весь их народ вместе с ними. Но убийство есть убийство. Какие помпезные оправдания не придумывай, сколько ни рассуждай об отсутствии иного пути, а факт останется фактом. Он своими руками убил просвещенного правителя, который искренне желал призвать чужой народ, а также последнего оставшегося в живых отпрыска собственного рода. Поэтому он заслужил то, что получил.